Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Дубне, на улице шикарная погода, Объединенный институт ядерных исследований. И здесь у нас замечательная творческая обстановка. Люди, как говорится, трудятся на благо науки. Все добровольно, никакого принуждения. И, к счастью, нашему большой радости, нам дирекция недавно сделала подарок. Раз, два. Раз, два. Просили турник. Подтягиваемся. Не халтурим. Кто так подтягивается? Вот так. Подтягиваемся. Вот так. Вот. Но это, конечно, не главные новости, а главные новости вас ждут в нашей зеленой лаборатории. Здесь мы создали такое помещение, которое называется «Темная комната», в которой мы специально тестируем фотодетекторы. И вот здесь вы можете видеть фотоумножитель, который будет использоваться в эксперименте Juno. Проект Juno – это проект совершенно нового поколения. Такого эксперимента человечество еще не строило. Там буквально каждая деталь – это больше, точнее, лучше, чем все, что делали до этого. Сам по себе детектор – это будет огромная сфера диаметром почти что 40 метров, а это практически 14-этажный дом. И он будет весь заполнен специальной жидкостью, которая светится, когда в нее прилетает антинейтрино от реактора. И весь этот свет будет просматриваться огромными фотоумножителями. И таких фотоумножителей будет 20 тысяч штук. Фотоумножитель – это чувствительный прибор, который регистрирует вспышку света от взаимодействия нейтрино в среде, в прозрачной среде. Приходящий свет выбивает фотоэлектрон на фотокатоде. Вот вы можете видеть такой золотистый слой, это называется фотокатод. Частица света попадает на вот этот материал, выбивает оттуда фотоэлектрон, так называемый. Этот фотоэлектрон должен прилететь и собраться вот в ту сеточку, которую видно в центре. И фотоэлектрон вот в этой огромной колбе дрейфует вот туда в центр на динодную систему, и там умножается, создается импульс тока. Дальше разогнанные электроны попадают в первый электрод, который называется динодом, и выбивают оттуда уже вторичные электроны, потому что они уже имеют достаточно кинетической энергии. Дальше эти вторичные электроны разгоняются последующим напряжением, попадают во второй, в третий и так далее электроды и тоже на них размножаются. Таким образом получается, что прилетает один фотон, этот один фотон выбивает один электрон, и дальше этот электрон на вот этой динодной системе усиливается уже в миллионы раз. И такой заряд мы легко регистрируем. То есть этот прибор позволяет регистрировать даже одиночные фотоны. Так вот, когда электрон дрейфует, он чувствителен к магнитному полю. То есть в магнитном поле, как известно из курса школьной физики, траектория электрона закручивается. И он может просто промахнуться по первому диноду, и, соответственно, мы увидим либо ослабленный сигнал, либо мы вообще этого сигнала не увидим. Поэтому обязательно нужна компенсация вот того маленького магнитного поля Земли, которое присутствует везде, и составляет около 50 микротесла. Как вы можете видеть, в этой комнате мы смонтировали вот такие вот катушки, которые идут в коробах по стенам. Они есть и на потолке, и в полу. Это так называемые катушки Гельмгольца, которые компенсируют локально вот в этой комнате магнитное поле, то есть магнитное поле Земли. То есть мы по ним пускаем ток, который создает магнитное поле строго противоположное земному. И тогда можно такой фотоумножитель уже проверять без влияния магнитного поля. Вот внутрь помещался фотоумножитель, это снизу, это сверху. И фотоумножитель в принципе защищен. Проволока, здесь вот стандартная пермалоевая, проволока с высокой магнитной проницаемостью. Такая сетка, она работает, но у нее есть недостатки. То есть, если посмотреть вот на эту, то вот она поменьше. Пермалой требует отжига вакуумной печи. И вот печь такого размера достаточно просто найти поменьше, а вот для такой сетки, конечно, это надо постараться. А вот то, к чему мы пришли. Магнитная защита, состоящая из двух частей. Цилиндр с конусом, который надевается снизу. Экватор фотоумножителя, это вот более-менее вот по этому уровню. Он находится вот где-то здесь и выступает вот так. Вот. И чтобы защитить ту выступающую часть, вот сделана дополнительная часть. Она надевается сверху, крепится. Макушка фотоумножителя, она достает, находится где-то здесь.
Все покрашено черным матированным цветом, чтобы не было паразитных отражений света. А этот конус дополнительно он используется как отражатель. То есть он служит для того, чтобы наоборот свет, который при прочих условиях бы потерялся, он отразится и попадет на фотокатод. Поэтому вот немножко увеличивает светосбор эта конструкция. Насколько мне известно, это первое применение материала с очень высокой магнитной проницаемостью, так называемого аморфного железа, по-другому оно называется металлическими стеклами, ну или используется английская аббревиатура Medglass. Это железо, которое не имеет кристаллической структуры. Изготавливается оно путем литья на быстро вращающийся медный барабан, и застывает оно настолько быстро, такой быстрый теплоотвод происходит, что кристаллические структуры в железе образоваться не успевают, и получается материал, у которого магнитная проницаемость в 100 раз выше, чем вот у этой пермалоевой проволоки, которую мы использовали ранее. При этом преимуществом такого материала является, что он не требует дополнительного отжига. Вся конструкция покрыта так называемым гель-коутом. Ну, гель-коуты – это тоже двухкомпонентные составы, которые используются в том числе для покрытия судов, лодок. Вот. Здесь вот использован темный наполнитель, а вот здесь вот использован светлый наполнитель. Материал тот же самый. Дальше что у нас? Вот внутри этого композита у нас проложено аморфное железо, ну, в виде ленты, полосками, все это вручную набирается. Плюс у нас здесь заложен экран из алюминия. Этот экран защищает от радиочастот. Для того, чтобы его заземлить, сделаны выводы. Оказалось, что медь в сверхчистой воде тоже долго не живет, поэтому медь будет заменена на нержавеющую сталь. Контакты сделаны так, что вот они будут соединяться один с другим. Вот таким образом. Вот это стандартное магнитное поле, которое есть у нас. Вводим потихоньку магнитометр внутрь этой катушки. Видно, что вот уже даже на таком расстоянии начинает уменьшаться. Ну, та компонента, которую я повернул. И вот чем глубже мы идем, тем оно сильнее заэкранировано. Вот здесь вот уже где-то фактор подавления в этом направлении 10. Это как раз вот перпендикулярно оси устройства. Данные цилиндры сейчас находятся в процессе изготовления. Мы ожидаем первую партию из 6 штук вот в середине августа. Всего будет изготовлено 80 комплектов, и они будут отправлены уже для установки в Осирис. Изготовлением занимается ООО «Гидромания» в Минске. Скажу вам по секрету, договорились мы так. Если я больше раз подтягиваюсь, мне премия. Если они, то им. С дирекцией, как с джином, надо знать, о чем просишь. Нам полезней солнце, воздух и вода от болезней. Помогают нам всегда от всех болезней. Нам 47, 48. Товарищи ученые, походу в этом месяце мы без премии. Уже полгода без премии. Я лучше этот турник попросил. Дубна очень активно участвует в этом проекте, как с финансовой точки зрения, так и с интеллектуальной точки зрения. Общее число участников в этом проекте – это порядка 40 человек. Это и физики, и инженеры, и информационные технологи. И мы участвуем очень многопланово в этом эксперименте. То есть мы занимаемся то, что вот в физике называется железом. Это такой условный жаргонизм, имеется в виду детекторными системами. Также мы занимаемся развитием программного обеспечения.
И у нас здесь один из трех дата-центров по приему данных с эксперимента Джуна и по подготовке программ моделирования и по обработке этих самых данных. То есть это будет один из трех самых крупных дата-центров в Европе. Эксперимент Джуна будет представлять из себя сферическую бочку размером примерно 37 метров, в которую залито 20 миллионов килограмм жидкого сцинтиллятора. Когда нейтрино туда прилетает, оно взаимодействует с веществом сцинтиллятора, дает позитрон, и этот позитрон уже дает вспышку в сцинтилляторе, которая регистрируется 20 тысячами вот таких вот огромных крупногабаритных фотоумножителей. У такого большого фотоумножителя очень трудно сделать, чтобы было все однородно, соответственно, толщина фотокатода может меняться, другие, там, неоднородный сбор электронов может быть и прочее. Поэтому интересно знать для того, чтобы потом это можно было учесть при работе детектора, как этот фотоумножитель работает и какие его зональные характеристики. И вот, значит, эта станция сканирует фотоумножитель в разных точках. Здесь расположены 7 источников света, которые мерцают, имитируя вспышки сцинтиллятора. И дальше мы смотрим, как фотоумножитель эти вспышки света регистрирует. Мы разработали специальную систему, которая преобразует 24 вольта в киловольты и таким образом может крепиться прямо непосредственно к цоколю ФЭУ и питать его. Это должен быть очень деликатный прибор, который должен будет измерять с очень большой точностью, недостижимой до сих пор, энергию подлетающего антинейтрино и место, положение его взаимодействия. Мы должны улучшить буквально все параметры всех детекторов, всех поддетекторных систем. Одно из важнейших еще это то, что этот эксперимент сможет измерить с точностью, которая до сих пор вообще не была недостижима в нейтринной физике, параметры, тоже фундаментальные параметры теории, которые называются смешиванием. Ну, это такой очень интересный процесс, который в итоге приводит к тому, что нейтрино меняют свой тип, пока они путешествуют от точки рождения до нас. Это называется нейтринная осцилляция. Вот эти нейтринные осцилляции, они описываются некоторым набором фундаментальных параметров, которые приходится определять из эксперимента. И всегда это определение имеет какую-то точность. И вот эксперимент Джуна сможет это сделать с точностью лучше 1%. И это будет точность, которая до сих пор была вообще абсолютно недостижима в нейтринных экспериментах. Это была точность, которая существует в так называемом кварковом секторе, то есть для частиц, из которых сделаны протоны и нейтроны. Те частицы, которые находятся внутри ядер наших атомов, из которых мы все состоим. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем заседание нашего клуба фотозависимых. Начнем с того, что поприветствуем самого бывалого члена нашего клуба Борексина. Здравствуй, Борексина! Якал Якалович, расскажите свою историю. Я уже более 10, да у меня свой есть. Я уже более 10 лет, как являюсь фотозависимым, совершенно не могу ни детектировать частицы, ни в принципе работать без фотоумножителей. Моя жизнь без фотоумножителей просто превращается в ад. Я чувствую себя куском просто железкой, никому не нужной железкой. Мы поможем тебе, Якал Якалович. Давайте поприветствуем Якала Якаловича. Здравствуй, Якал Якалович. Друзья, а сегодня у нас новенький. Поприветствуем с нами Джуна. Здравствуй, Джуна! Джуна! В этом проекте принимает участие порядка 650 ученых, практически со всех стран. С точки зрения вклада наш институт вносит, наверное, второй вклад после Китая. То есть это действительно рассматривается как один из приоритетнейших проектов. И с точки зрения науки он принесет нам довольно много важных знаний и, возможно, даже открытий. То есть нам удастся измерить иерархию масс нейтрино. Это один из фундаментальных параметров теории, вот, которая изображена у меня на этой футболке, но которые неизвестны на сегодняшний день. Поэтому этот эксперимент будет заниматься фундаментальной физикой. И также он будет очень ценным детектором для всевозможных астрофизических исследований, потому что масса этого детектора огромная, это будет 20 тысяч тонн,
и при этом это будет очень прецизионный детектор. Тут ни одно поколение физиков сменится, пока этот эксперимент себя исчерпает. То есть мы оцениваем, что это будет порядка 30 лет. По крайней мере, этот эксперимент будет приносить новые данные. Поэтому отсюда и требования, в том числе к надежности всех компонентов этого эксперимента, они должны работать в течение этих 30 лет. Работаем дальше. Так, товарищи ученые, к снаряду. Раз, два, раз, два, три, четыре. Молодцы, выполняем упражнение. Так, не халтурим. Делаем вот так. Вот так. Как видите, все демократично.